Это такой как бы овал в воздухе. Вы проходите по латексу, выходите, совершаете овал в воздухе и потом еще раз проходите и так бесконечно. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и это дистанционный курс «Штрих на латексе». Если вы хотите овладеть идеальным штрихом и делать, не задумываясь, вообще любую форму с мягкими границами, без стыков и пятен, во-первых, нужно научиться правильно держать аппарат. Если это растушевка, а в нашем случае, конечно, она, то мы не держим его прям близко к носику, иначе ваш штрих будет очень ограниченный и с грубым началом и окончанием. Нам нужно противоположно. Нам нужно, чтобы наш штрих был состоящий из точек, не имеющий начала и конца. Штрих, в который можно влить следующий штрих и сверху, и снизу, и сбоку, с любой стороны, потому что он, по сути, не имеет начала и не имеет окончания. Он состоит из серии точек. Вот здесь видно, что и в начале, и в конце у меня точки более маленькие, более прозрачные, и они как бы идут на вылет. То есть я смогу присоединить и сверху, и никто не поймет, что я это сделала, и снизу. Никто не поймет, где именно начинался и заканчивался мой предыдущий штрих. Кстати, если вы не знаете, как настраивать машинку, то вот здесь будет ссылка на видео, где я подробно об этом говорю. Количество пигмента, которое останется в латексе, ну или в коже, зависит от того, с какой скоростью двигается ваша рука и какая скорость выставлена на вашем аппарате. Мы сейчас будем работать на минимальных скоростях. В любом случае, потому что вам будет проще освоить движение на минимальной скорости. И вот смотрите, если я провожу медленно, то я рисую по сути линию. Это неприемлемо практически ни в какой технике, ни на какой зоне. Моя задача научить вас работать вот такой серией точек. Поэтому в зависимости от того, какая скорость вообще в принципе у вашей машинки, вы должны научиться двигать рукой так, чтобы оставалась именно серия точек. Это очень важно. То есть вы, начиная с очень быстрого движения, или может быть даже с медленного, как вам будет проще, можно постепенно ускоряться. То есть вот, я вижу, что у меня остаются точки, такие размытые, не имеющие границ, в принципе, линии начинают получаться. И вот эту скорость движения руки я должна зафиксировать. Итак, когда вы нашли скорость руки, в которой остается серии точек, вы должны понимать, что медленнее уже двигать пальцами нельзя, иначе у вас начнут оставаться полоски. Теперь об очень важном. Посмотрите на мою руку. У меня мизинец выступает в роли такого, как ножка у циркуля, регулировщика. То есть я могу двигаться в любую сторону, и рука благодаря мизинцу на весу находится. То есть я не лежу кулаком, я не кладу прям кулак, это неудобно, это неправильно, и ограничивает движение руки, в конце будет такое уплотнение из пигмента. Поэтому мизинец всегда либо вот так просто стоит, либо может крючком стоять, в зависимости от того, кому как удобно. Вот этот блок из 3 пальцев, он на самом деле рабочий. Безымянный палец, он может быть либо прижат, либо как бы придерживать вот этот блок. Получается, что аппарат лежит у меня вот здесь, во впадине вот здесь, он как бы облокачивается, лежит вот здесь вот на среднем пальце, толкается указательным, а вот большой палец он просто слегка придерживает. Обратите внимание на большой палец, очень многие мастера делают вот такую ошибку. Они ставят большой палец вот таким образом, и у них прям четко ограничивается им движение, и получается тоже в конце со стыком, с уплотнением в конце штрих. Поэтому он у вас просто вот так лежит сверху и придерживает. И вот этот весь блок из 3 пальцев, он двигается свободно. То есть я на себя толкаю, а в обратную сторону мне не дает упасть вот большой палец машинки, а в обратную сторону это как бы движение как маятника получается, она туда-сюда за счет центра стремительной силы. То есть вот по сути я делаю легкое движение пальцами, а аппарат туда-сюда болтается, и я только не даю ему выпасть. В таком случае ваши пальцы не будут напряжены, и вот здесь в руке не появится судорога, как многие описывают, и это движение будет вот прям легким. Когда я держу аппарат, моя рука в общем и целом расслаблена, и мое движение, оно напоминает маятник, но только он не полный. Это движение маятника, оно как бы остановлено латексом. В момент, когда я к латексу прикасаюсь,
я не стараюсь уйти прям глубоко, то есть я прям такое гладящее движение совершаю и также плавно из латекса выхожу. Вам нужно добиться вот этого движения, когда штрих в воздухе, вот сам мах в воздухе, он длиннее, чем прикосновение к латексу. Ваше движение руки и иглы, в принципе, похоже на взлет и посадку самолета. То есть вот здесь вы идете, когда на себя двигаетесь, на посадку, и потом тут же сразу на взлет. То есть мягкий штрих достигается только тогда, без четкой линии в конце и в начале штриха, только тогда, когда вы на вылет работаете и на себя, и от себя. Также штрих бывает только в одну сторону, на себя, когда вы двигаетесь. Это такой как бы овал в воздухе. Вы проходите по латексу, выходите, совершаете овал в воздухе и потом еще раз проходите и так бесконечно. Итак, вы должны освоить штрих не меньше 2,5 см в длину, для того, чтобы у вас начало получаться движение вперед и назад, туда, на себя и от себя. Это очень сильно вам ускорит работу, потому что вы в холостую не тратите время. Но оно не получится у вас, если вы будете пытаться это сделать маленьким штрихом. Поэтому не меньше 2-2,5 см. Итак, когда вы взяли правильно машинку, помахали ей в воздухе, поставили палец, чтобы он у вас регулировал высоту. Смотрите, начинаете в воздухе, не дотрагиваясь до латекса. Примерно вот с этой выбранной вами скоростью опускаетесь. И в тот момент, когда вы дотронулись до латекса, вы начинаете с таким же усилием медленно продвигаться вправо. Очень медленно, не переставляя мизинец, а просто это делая вот так, такое почти незаметное движение кулаком. Вы должны создать такой штрих, у которого не будет начала и не будет окончания. Что это значит? Это значит, вы не будете рисовать вот такие с жестким началом штрихи, вот как вот здесь показано, а будете как будто самолет садится и как будто самолет взлетает, вот такое движение совершать. Вам задание найти скорость движения руки такую, чтобы ваш аппарат рисовал точками, не полосками, чтобы ваше начало и окончание штриха было воздушным, минимум 5 полос во всю длину латекса, пока вы не добьетесь вот этого идеального начала и окончания штриха и работы точками. Итак, вот таких полосок вам нужно создать минимум 5, и по идее к концу 5 вы должны уже начать делать воздушное начало и окончание. Если не получится, делайте больше, делайте до тех пор, пока не освоите вот именно вот это движение маятника или взлето-посадочной полосы самолета. Сохраняйте ваши задания. Если вы пройдете весь курс до конца и пришлите нам свои задания в полном объеме, то мы в обмен на это дадим вам наш сертификат о том, что вы прошли курс дистанционный штрих на латексе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!